Привет всем любителям мобильных игр, с вами как всегда Балгеймер. В данном видеоролике мы разберем последний девлог по всеми нами ожидаемой игре War Arms. Поэтому, если тебе интересно, усаживайся поудобнее и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Ну а мы начинаем. И хотелось бы сразу сообщить, почему не было так долго видеороликов по данной игре. И все просто, мои дорогие друзья. Попросту не было хоть какой-то значимой информации по War Arms, а также не было никаких девлогов. Поэтому не хотелось сделать какой-то маленький ролик на несколько минут и рассказывать какие-то жалкие новости про эту игру. Но наконец-таки на днях вышел долгожданный девлог по War Arms, аж на целых 25 минут, и мне есть что для вас рассказать. На данный момент разработчики трудятся в поте лица и создают прототип, который они покажут на днях инвесторам. И по правде говоря, данная встреча решит дальнейшую судьбу и будущее War Arms. Потому что если будет дополнительное финансирование, то разработка данной игры пойдет еще быстрее. А общее качество War Arms станет только лучше. Поэтому с нетерпением ждем альфа-теста игры, чтобы наконец-таки погрузиться в мир War Arms. Как я помню, еще в прошлых видеороликах по данной игре вы спрашивали, будет ли возможность лазания по стенам, как это было сделано в Warrior 2. И да, в VIA такая возможность тоже будет. Да, пока что механики лазания по стенам не доделаны, но в перспективе их, скорее всего, к альфа-тесту War Arms они будут готовы. Так что будем ждать. О самой карте мы поговорим чуть позднее в данном видеоролике, а пока давайте посмотрим на разрушаемость War Arms. И как видите, она очень похожа на такую в Strike Team Online. Это не магия, и разработчики не тырят друг у друга идеи, все просто. Движки у обеих игр одинаковые, и в War Arms, и в Strike Team Online используется Unity, а значит базовая разрушаемость в обеих играх будет на одном уровне. И как вы можете заметить, на экране показаны две поверхности, а именно две стенки, красная и черная. И красная разрушается намного быстрее, чем черная. У каждой из этих стенок, вернее поверхности, есть свои жизни. И когда жизнь стенки или поверхности равна нулю, она разрушается. Да, пока что разрушаемость реализована только частично, так как на данный момент работает она достаточно коряво. И в данном аспекте разработчикам есть куда стремиться. Я уверен, что у вас появится вопрос, а почему красная стенка, вернее поверхность, разрушается намного быстрее, чем черная? Все просто, чем больше на модельке полигонов, тем труднее ее разрушить. Это как, к примеру, цифра 2 будет всегда больше, чем 1. Надеюсь, вы поняли мою аналогию. Но если что-то непонятно по разработке War Arms, то я обязательно отвечу на ваш интересный вопрос. Более того, разработчики не поскупились нам показать новые визуальные эффекты, а именно, которые будут показываться после окончания той или иной игры. И выглядят они достаточно зачетно, неплохо. И к дизайну War Arms у меня никогда не было претензий. Все сделано на лучшем уровне. Но к чему у меня есть претензии, так это к алгоритму действий разработчиков. Если что, алгоритм — это последовательность действий, которую выполняет разработчик при создании той или иной программы. Я, конечно, понимаю, что вот всем этим дизайном разработчики War Arms пытаются впечатлить инвесторов, но базовый функционал игры на данный момент выглядит достаточно посредственно. И у меня к нему есть очень много вопросов и претензий. И я очень боюсь, что игру не сделают в срок и опять перенесут. Конечно, на данном моменте мы долго останавливаться не будем. Его я разберу на завтрашнем стриме по мобильным играм на моем канале. Заходите, будет очень интересно. Так вот, я не понимаю данного подхода разработчиков. Но увиденная карта в последнем девлоге iMove вселила в меня надежду. Да, на сами движения персонажа, его передвижение мы долго обращать внимание не будем. Тут еще очень много работы. Давайте лучше поговорим о карте, которая нас ждет в альфа-тесте War Arms. И сразу хочу успокоить всех тех, кто беспокоится по внешнему виду данной карты. Во-первых, это прототип. На карту не наложено никаких текстур. И это, можно сказать, макет данной карты, который выполнен уже в самом Unity. И да, это никакой не Minecraft и не Roblox. Не надо писать никакой чуши, что карта говно, War Arms получится провальной игрой, и мне ее
нее не будет никто играть. Данная CQB игра еще даже не вышла в альфа-тест, поэтому делать какие-то преждевременные выводы глупо. Лично я могу сказать, что карта получилась неплохой. Да, конечно, на данный момент карта выглядит очень сыро, очень плохая детализация некоторых моделек, где-то окружения не хватает. Но это все обязательно поправят со временем. И к ближайшему альфа-тесту War in Arms карта представится в играбельном виде, так как у нее огромный потенциал. В данной карте очень много всевозможных укрытий, секретных комнат и нычек, используя которые можно застать противника врасплох. Поэтому я на 100% уверен, что пройдет не 1 час и не 2, чтобы изучить полностью данную карту. Ведь получилась она достаточно большой, с несколькими этажами, лестницами, подъемниками. И как вы можете заметить, на карте будет присутствовать огромное количество различных люков, и стен, которых можно будет спокойно взрывать, что мы и делали в Великой Эре в 2. Если что, вот эти все красные стены и люки, их можно будет спокойно взрывать. Но, конечно же, в финальной версии War in Arms и в альфа-тесте War in Arms эти зоны не будут подсвечиваться. И нам самим придется изучать всю карту. И даже если вы взорвали стену, не факт, что вы сможете через нее пройти, потому что около этой стенки могут находиться некоторые полки, которые будут загораживать дальнейшее продвижение вашего персонажа, из которых можно будет вести прицельный огонь по неприятелю. Хоть карта на данный момент выглядит достаточно сыро, но меня радует тот факт, что разработчики неплохо относятся к самим деталям. Каждая комната у них проработана. Тут гараж, тут туалет, тут столовая, тут места для работы, тут серверная и так далее и тому подобное. Но и больше всего меня удивило освещение в самой игре. Да, местами оно не закончено, потому что не поставлено дополнительное освещение в виде ламп, всех различных генераторов, которые будут питать данные лампы. Поэтому в некоторых местах очень темно. Но посмотрите на это божественное освещение, на эту прекрасную подсветку некоторых объектов. Согласитесь, выглядит круто и придает дополнительной атмосферности к War in Arms. Да, конечно, с первого взгляда это трудно заметить, но именно из таких мелочей вырастает и общее качество игры, которое пока что на данной стадии разработки игры не может не радовать. Да, конечно, еще очень много работы, и разработчикам War in Arms есть еще куда расти, есть что улучшать, но то, что разработчики двигаются в правильном направлении, это факт. Это надо признать. Ведь все мы люди, и все мы можем ошибиться. И лучше совершить ошибку сейчас, чем потом жалеть о ней и сделать игре только хуже. Но на этом у меня, к сожалению, все последние новости по War in Arms. Будет интересно узнать в комментариях ваше мнение по недавно показанной карте. И понравилась она вам или нет. Ну а сегодня с вами, как всегда, был ваш любимый Mobile Gamer. Не болейте, играйте только хорошие игры. Пока-пока и увидимся в следующих видеороликах не только по War in Arms, но и по другим мобильным играм. До скорого!